хуже всего он относился к моему брату Толику, которого он убил. Убил отец? Да. А мама-то ваша где была все это время? Она уехала в Москву жить. Я хочу, чтобы был виновный наказан. Я вас не бросала. Просто у нас получилось с отцом так. А то, что вы ее топили в ванной и заставляли интимные фотки сбрасывать. Я ни одной фотографии голой твоей не скидывала, не обманывай. Вы оставили своих детей мужику, который их бил. Надо лишать родительских прав и тебя, и его. А вы сами видели, как Евгений бьет детей? Он позвал Толика, и 3 удара по голове кулаком он получил. То есть вот сверху вниз вот так. Вы что несете, а? Идиоты! Получается, все вокруг вас врут. Но я не убивал своего сына. Вся семья в сборе у меня, всегда со мной рядом. Сестра ваша Елена, она считает, что детям все-таки будет лучше в детском доме, чем с вами. А вот почему, давайте у нее и спросим. Ну, давайте. Добрый день. Хорошая мать, плохая мать. Мы очень часто выясняем это в студии. А вы решайте сами, хорошая она или нет. Сначала уехала на 2 года, а вернулась только тогда, когда ребенка надо было хоронить. Вот какая она? Надо выслушать, мало ли что. Сегодня в нашей студии Кристина Лашина из Воронежской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Кристин, что у вас случилось? Рассказывайте. Я хочу лишить своих родителей родительских прав, потому что мать нас бросила, а, по моему мнению, отец убил моего брата младшего и часто избивал нас. О, Господи, а вам сколько лет? Мне 16. Ну то есть они еще в правах на вас. Вы хотите лишить на себя и, я так понимаю, у вас есть братья и сестры, Да. да? Сколько вас вообще всего в семье? Всего было 6, но моего брата убил отец. Убил отец? Да, Вы в этом уверены? да. А какого из братьев убил отец? А Толика, ему 11 лет, А когда это случилось? в 24 году. Так я понимаю, что отец не только его убил, а всех вас, верно? Да. Вы нам до программы рассказали, как это было. Давайте посмотрим. Меня он мог таскать за волосы, пощечины мог бить мне. Я плачу, начинаю задыхаться. Он мне ударил пощечину все сильнее и сказал то, что я веду себя как мать. К сестре и братьям он относился также, избивал их, мог и по животу бить, и по голове. Но хуже всего он относился к моему брату Толику, которого он убил. Я стояла вечером, насыпала кушать. Отец попросил его найти что-то. Он не нашел это. И он начал его бить кулаками по лицу, кинул на пол и начал головой бить об пол. Взял его за шиворот, выкинул его в прихожую. Он там бил Толика, швырял. Толика потом пошла кровь из носа. Я боялась защищать, потому что он мог ударить, потому что влезаю там куда-то или что-то еще. Рано или поздно он кого-нибудь по-любому убил. У меня такое до сих пор ощущение, знаете, что Толик прячется где-то там, знаете, все это шутка. Так а что было потом, после того, как он избил Толика-то? Он его отправил умываться в ванную, а сам уехал. А когда он его в больницу-то повез? Он его на утро повез в больницу, получается. Ага. Мне больно это вспоминать. Скажите мне, пожалуйста, а вы знаете или нет, причина смерти Толика установлена? Говорят, что криптогенный сепсис поставили. Он его в больницу отвез на следующий Да, день. отвез его в больницу, на следующий день ему наложили гипс на ногу и на руку. Ага. И они вернулись домой? Да, вернулись домой, его в больницу не положили. Так. А потом он его еще раз повез в больницу? У него, получается, заболела 2-я нога уже.
Его отвезли второй раз в больницу, ему поставили укол, и они вернулись домой. Потом уже мы поехали, когда уже совсем плохо было. Мы это кто? Ну, я и отец поехали в больницу, его отвезли в реанимацию, получается. Вот. И он умер. Да. А мама-то ваша где была все это время? Она уехала в Москву жить. Она вас бросила, что ли? Да. Они, получается, она домой привела мужчину, а отец был на операции. Вот. Любовника привела домой? Ну, да, наверное. Вот, они закрылись в спальне, а брат мой снимал это на видео. Потом отец приехал, он показал отцу. Они развелись. Она еще, может, пару месяцев помоталась в Богучаре и уехала в Москву работать. И сколько ее не было на момент смерти Толика? Сколько? 2 года не было. 2 года? Да. Я понимаю, почему вы хотите, чтобы отца лишили родительских прав, а с матерью вы тоже жить не хотите, правда? Нет, не хочу. А почему? Потому что, во-первых, она нас бросила. Я была, как бы, воспитывала своих братьев и сестер. Вместо нее? Да, вместо нее. Она уехала, получается, работать, зарабатывала как бы себе на жизнь, как бы, ну. А вам не о детях вообще как бы не думали. Вы Ни нам он, до ни программы сказали, что мама заставляла вас общаться со взрослыми мужчинами. Это что означает? Она нашла в интернете мужчину, ему было 29 лет, а мне было 13, и вот она с ним общалась и заставляла, чтобы я ему скидывала интимные фотографии. Как бы общалась от моего лица, с моего аккаунта общалась с ним. Сказала, типа, написала, что мне якобы 17, она написала. И заставляла меня разговаривать с ним по видеозвонку, пока я в ванной. Когда я отказалась это делать, она начала меня топить в ванной. Топить в ванной? Да. А для чего ей нужно было с ним переписываться-то от вашего имени? Объясните Я мне. не знаю, но там как бы вроде как он писал то, что он чем-то серьезно болен, и ему надо переписать на кого-то квартиру с машиной. И она вас использовала, чтобы вы ему там не скрашивали, а он за эту квартиру с машин перепишет. Наверное, да. Ага. А сейчас вы где живете? Я живу у сестры своей двоюродной. А дети остальные с отцом? Да. Вы за них боитесь? Я переживаю за всех. Как бы. А дети-то хотят с ним жить? И я не знаю, но говорят, что хотят. Вас 6. А к кому как он относится? Получается, Никита, он почти дома не бывает, он уезжает в садик. Толика он, можно сказать, даже ненавидел, потому что он считал, что Толик не от него. Вероника, ну, он нормально относился к ней. Стас, он получал тоже. А Сашка самый любимый был, как бы его там... Сашку он не трогал? Нет, у нас даже случай был, что Сашка летом, вот это было... Сашка играл в телефоне, получается, проиграл то ли в игру какую-то, встал, повалил Толика на пол, начал головой втаптывать ему голову, ногой начал втаптывать в пол. Я пошла, рассказала отцу, а он его просто пощечину ударил, этот расплакался и начал меня обзывать, и ударил меня. А вот Никита, я так понимаю, вы сказали, его дома почти не бывает, а он где? В садике в Острогожске, он глухонемой, учится там. Ну, давайте так. Ваша мама приехала к нам в студию. Посмотрим, что она нам скажет после случившегося. Светлана, идите к нам. Здравствуйте. Кристина, что ты такое говоришь? Я вас не бросала. Просто у нас получилось с отцом так. Как? То есть это единственное, что вас Здравствуйте. задело из слов дочери, да? Нет. А то, что Я вы ее хочу- топили в ванной и заставляли интимные фотки сбрасывать. Когда я тебя топила в ванной? Когда мне было 13 лет. Зачем ты обманываешь это? А кому вы скидывали ее фотки? Я ни одной фотографии голой твоей не скидывала, не обманывай. А какие вы скидывали, одетые? Она попросила просто сфотографируй меня и скинь, и все. Зачем ей было вас просить это делать? Я не помню тогда, телефон, что у тебя с телефоном было? Ты сама сказала тогда с фоткой. Хорошо, давайте так. Вы ничего правды не скажете все равно. Вы поссорились с мужем, изменили ему и решили уйти. Нет, муж изменял мне с 19-го года сам. Вы решили отомстить ему, и вы развелись. Вы уехали, он детей подал- оставили ему, зная, что муж детей бьет.
Он подал на развод, и мы развелись. А я пыталась в Богучаре устроиться на работу. Объясните мне, почему дети с ним остались? Потому что мне некуда было их забирать. К матери везти, там живет брат с женой и с ребенком. И работу я не могла найти в Богучаре. Ваш муж бил детей при вас? Ну да, бил. Вы оставили своих детей мужику, который их бил. А почему вы не приезжали, не навещали детей? Потому что он мне сказал, я ему сколько раз писала, звонила, говорю, я приеду к детям, вези справку, я тебя так не пущу. Мне нужна справка, что ты ничем не больная, ни сифилисом, ни спидом, потом я тебя только в дом пущу. Я говорю, какая справка тебе нужна? Я уже еду к детям. Нет, я сказала, пока справки не будет, чтобы тебя возле двора не было. Что за чушь? У вас 6 детей, вы 2 года к ним не ездили. А вы все эти годы, что не жили с детьми, алименты платили им или нет? Плачу алименты. В каком размере? 10 тысяч. У вас долг 706. Я знаю. Вот у меня, получается, я плачу 5 тысяч долгу и 5 тысяч элементов. Вы же все-таки собрались и побывали хотя бы на могиле с сыном. Я всегда туда хожу. Привет, сыночек. Не уберегла я тебя. Нет. Прости меня, пожалуйста. Ребенок еще жизни не видел, а уже нету его. Я оставила его, я знала, что он бил его. Постоянно боялся он мужа бывшего. Я не думала, что до такой степени все дойдет. Что он мог убить, я не думала такого. Он был очень добрый. Очень добрый. Он ко всем подходил, со всеми общался. Даже вот знает он человека, не знает, он подойдет, поздоровается. Никогда плохого слова, ничего не сделает. Он очень хотел ко мне, но он же не пускал его ко мне. Я хочу, чтобы был виновный наказан за то, что мой сын погиб. Кто в этом виноватый? А кто в этом виноват? Я думаю, что это муж. Он сам свою вину признает? Нет, он не признает. Он Понятно. сказал, А что... все вот те годы, что вы с ним не жили, он один жил или какая-то женщина была у него? Он начал с 19 года встречаться с Антониной. Антонина это кто? Ну, это вот после меня, когда мы с ним развелись, он начал с ней жить. Понятно. А вы Дочь. застали Антонину же, да, Кристин? Да, она тоже Да, жила с она была Антониной. с нами. И куда она делась? Он ее тоже избивал, и она ушла от него. Понятно. Давайте так, мы с Антониной поговорили, посмотрим на экран. Мы с ним сошлись, и тут вот и начались вот эти проблемы. Всякие оскорбления. Он даже меня побил головой об стену. Меня беременную тоже за волосы таскал. Человек, он очень страшный. Тиран самый настоящий. Когда он выпьет, он вообще становится обезбашенный. Даже дети трусили, спрятались. Бил он вот этого мальчишку Толю, девчонок гонял. От чего Толя, наверное, и умер. Бедный ребенок, он страдал больше всех. Это от него Он ребенок? подозревал, что это не его ребенок? Но это его, он похож прям на него сильно, очень Нет, сильно. но он в нем сомневался. Ну, наверное, да. Он вам об этом говорил? Нет, он не говорил, что это не его ребенок. Но он всегда к нему хуже всех относился. Да. И вы его оставили. Я не могла, правда, забрать. Я очень, очень в этом виновата. Слушайте, у вас один ребенок, инвалид, живет без матери, без отца. Этого он лупил, ненавидел, все время придирался к нему, вы оставили. Ну вы же там зарабатывали что-то. Ну сняли бы халупу какую-то и забрали бы детей. Он настроил детей с самого изначально. Если бы вы не уехали от своих детей, у него бы не было ни одного шанса настроить их против вас. Давайте сначала мы, перед тем, как дальше пойти, посмотрим, как Кристина сейчас живет у Эльвиры. Может быть, хоть там ей хорошо сейчас. Здесь
мы живем с семьей. Я, муж, 2 детей. Собственно говоря, сюда Кристина и прибежала. Зимой по сей день с нами живет. У нас есть корова, поросята, телочка еще есть, куры. Хозяйство держим большое, хватит на всех. Так что Кристину не обижаем. Вот, и на Кристину хватит. Девочка собирается идти учиться. Набрали цыплят, чтобы в дальнейшем было что дать с собой. В доме 3 комнаты. Здесь спим мы с мужем, там спят наши дети. Есть 3-я комната, где проживает Кристина. Для Кристины мы сделали отдельную комнату. Здесь она спит, может посмотреть телевизор. Собственно говоря, здесь ей никто не мешает провести свое свободное время. Вот мои дети. Это младший Тёма, Настя. Кристина с ними занимается, периодически с Настей делает уроки. Вот. А с Артемом тоже считают, научились считать до 10. Кристина хорошо влилась в нашу семью. Вот, живем душа в душу, не ругаемся. А у вас какие отношения-то с Элей? Ну, она моя племянница. Нормальные отношения у нас. Эльвира, идите к нам. Сейчас будет вот сюрприз для тебя. Ну вот Кристину я полностью поддерживаю в том, что надо лишать родительских прав и тебя, и его. Толик вам при жизни не нужен был, а после смерти так и подавно. Говоришь, Эля? Что я говорю? Ты бросила 6 детей. 6 ты бросила. Если бы он не нужен был бы, Толик, мне, я бы не поехала сюда. Сюда? Ты сюда почему приехала? Чтобы узнать правду. Чтобы почему узнать Толик правду? умер. Серьезно, а почему ты не приехала? Когда он умер, почему ты не Потому что у приехала меня не было сразу? денег на Тебе автобус. сказали, что? Тебе что, Мне отдали садись на автобус, мы зарплату. тебя бесплатно привезем! Мне отдали зарплату, и я сразу То приехала. есть вы хотите сказать, что мать, узнав о смерти сына, не прыгнула в ближайший, не знаю, поезд, автобус, машину, попутку, да все что угодно, и не приехала? Нет. Еще Нет. ждала зарплату? Да, она ждала зарплату. Понятно. Светлана, в ваших действиях усматривается 157-я статья Уголовного кодекса. Это неуплата алиментов, Я плачу потому что вы алименты. должны, вы обязаны исполнять те обязательства, которые на вас возложено. Вы просто бросили детей, ушли и ничего не сделали. Вы умышленно покинули детей. В первую очередь рассмотреть вопрос о лишении родительских прав надо вас. А как Кристина все-таки у вас оказалась? В общем, получилось так, что 3 декабря приходили детские пособия. Вот. И Евгению. Ну, Кристина попросила, чтобы он купил пряников, печенье, чтобы сходить на кладбище. После того, как он приехал, он не привез там то, что она просила. Вот. А после она убежала со Светланой ко мне. Вот. Евгений звонил. Сию секунду домой, я там и полицию вызову, и ты никуда не поступишь из-за того, что ты ушла, и я тебя на учет поставлю. Это вот он Кристине звонил. А вы сами видели, как Евгений бьет детей? Это было лето прошлого года. Мы приезжали с мужем забирать Веронику к себе на каникулы. И мы стояли на улице с Евгением, я, муж, Евгений, дети бегали. И он позвал Толика и говорит: Толь, принеси мне ключи от второй половины. Толик пошел, он их не нашел, эти ключи. Он пришел и говорит: пап, я не нашел. И как вы меня все... И 3 удара по голове кулаком он получил. То есть вот сверху вниз вот так 3 Вы это удара. видели? Я говорю: ты что делаешь? Говорю: ты зачем его бьешь? А он мне говорит: не надо мне указывать, как воспитывать моих детей. Это была его излюбленная фраза. А вот вы сказали, что Толик никому не нужен. И после смерти тоже. Это что значит? А это значит то, что к нему при жизни относились, вот его постоянно избивали, били. Относились, это кто так относился? Дети, остальные дети, вот, и Вероника любила ему пенделя отвесить, и Сашка. Понятно. Давайте так. Мы сейчас позовем Евгения в студию и узнаем его версию того, что случилось и с разводом,
и с гибелью ребенка. Вы что тут за богадельню собрали, я не понял. Вы что несете, а? Держи. Идиоты! Вы кого хотите обвинить в чем? Я сына убил, да? Да, Да? да. Кто убил сына? Я его даже пальцем не трогал. Зачем ты До врешь? того, чтобы его сильно ударить. В целях воспитания было дело. А в целях воспитания вы что делали? Под задницу, слегка. Нет. Под задницу слегка и бывало оплеуху слегка. Чтобы его бить можете кулаками. сесть, пожалуйста, на диван, так проще Чтобы будет. кулаками бить ребенка, это не мои методы воспитания. Получается, все вокруг вас врут. Потому что каждый, с кем мы разговаривали, говорил, что вы били Толика. Не может такого быть, чтобы это говорили. Конечно, Потому что в тюрь- этого не было. Воспитывать Послушай, в тюрьму-то не воспитывал. хочется, да? Почему? Ну, если я виноват, если доказана моя вина, ради бога. Я не отказываюсь от своих этих, но я не убивал своего сына. Расскажите нам все-таки, что случилось. Вы же его в больницу-то возили? Да, я возил в больницу. После я чего? возил в больницу, после чего я вышел, с утра проснулся, где-то часов в 7 было примерно. Обратил внимание, что Толя встал и идет, прихрамывая, в туалет. Я у него спросил, что случилось, что хромаешь? Я упал. Говорю, где нога болит. Говорю, где болит нога? Он повернулся ко мне, как бы облокотился об стол рядом стоящий и, приподняв ногу, показывает возле пятки. Я увидел у него гематома на руке вот здесь. Я говорю, на руке что? Я ударился. Где ударился? Как ударился? На качелях. На качелях и на качелях. Говорю, собирайся, поехали в больницу. Приехали в больницу, пошли к хирургу, сразу взяли талончик направления и пошли к хирургу. Он послал на рентген снимки пяточной кости и рентген запястья. Пришли, посмотрели, как бы доктор посмотрел по снимкам, говорит, ну, маленькое какое-то отслоение в пяточке есть, говорит, но не страшно, незначительное. Давайте, говорит, наложим лангет на всякий пожарный, и пускай он пару-тройку дней, говорит, как бы не опирается на ногу. И на руку тоже наложили ему гипс, чтобы кистью не шевелил. Отправили домой нас. Мы приехали домой. Я его с машины перенес, на кровать положил. Вроде как бы вечер прошел нормально. Все. На другой день, ближе к вечеру, он жалуется на боль уже в бедренной части ноги. Я его опять в охапку, поехали в больницу. Поехали в больницу, опять же, этот же доктор был на дежурстве в данный момент вечером. Сделали опять рентгенолога, вызвали, сделали рентген. У него ничего не обнаружили, там, ни ушибов, ни синяков, ничего нету. Я, говорит, не знаю, что может болеть. Давай температуру померили, 37,2 температура. Они сделали укол и отправили нас домой. Если что будет хуже, везите срочно на скорую. На другое утро, 6 часов, начало 7-го где-то, слышу грохот. Я выхожу из комнаты, Толя стоит на четвереньках возле кровати и стонет. Я его поднял, посадил на кровать. Я смотрю, он голову клонит, вот так опуская вниз. Я ему за подбородок приподнял голову. Он, ой, что такое, говорю. Он говорит, вот здесь болит. Рукой так потихоньку до шеи, и спина, говорит, вся болит. Я его в охапку схватил. Кристину разбудил, поднял. Я говорю, давай срочно Толю в больницу надо. Поехали в больницу, доехали до Рачинска, до соседнего села. Там скорая машина у них своя. Доктора вышли, в мою машину заскочили сразу, давление померили, говорят, у него давление низкое. Давление низкое, сделали укол, мы втроем, 2 медсестры там и я, перенесли его, в скорую помощь положили. И поехали. Приехали мы до больницы. Анестезиолог говорит, что попробовал живот, говорит, у него похоже что-то на внутреннее кровоизлияние. И у него были на тот момент уже, пока вот это, я не знаю, ехали в скорой, у него были все губы искусаны как бы. Ну, от боли, видать, корчился как бы. И отвезли его в реанимацию. Мы с Кристиной сидели возле реанимации где-то около часа в пределах этого. Ну и вышел анестезиолог, сказал, что сына больше нет.
Кристина говорит, что она видела, как вы его избивали перед этим. А вы у Кристины спросите, кто ее этому научил. Кто? Чему? Ну хорошо, кто? А вот этот человек, который рядом в очечках сидит, я у нее Веронику, когда она вам рассказывала здесь, что забирала в гости так якобы, я с ПДНом еле забрал ребенка обратно. Это вранье. Вероника не хотела туда ехать, потому что папа пьет, папа бьет. Я туда не поеду. Мне позвонила полиция. Вот, я взяла трубку, звонил участковый. Он мне говорит, позвонил Евгений и сказал, что вы удерживаете ребенка силой. Я говорю, я ребенка силой? Я говорю, да пожалуйста, говорю, могу прямо сейчас отвезти. Он говорит, то есть вы никого не удерживаете силой? Я говорю, нет, я могу даже дать трубку ребенку. Говорю, ребенок, говорю, сам скажет. Он говорит, да ладно, я верю, типа, вы, говорит, поговорите с ним, с Евгением, говорит, мы то, не очень хотим, говорит, связываться, поговорите, договоритесь о том, что, говорит, когда вы там привезете. В понедельник мы привезли, и привезли как? Утром приходит в понедельник смс о том, что, фотография, машина перевернутая, вот. Я звоню, что случилось? Он мне говорит, я разбился, я на Рачинском повороте, машина ушла в занос, я разбился. А куда ты ездил? Я ездил за пивом. На 2 вопроса мне ответьте, пожалуйста. Первый, почему вы со Светланой расстались? Ваша версия. Со Светланой я расстался, потому что мне дети донесли то, что она приводила в дом мужика. А то, что ты гулял с Антониной уже с 19-го года. Это не доказано. Я с тобой не собиралась уже жить. Это не Почему не доказано. доказано? Да это лично Антонина сама говорит. Это пускай Антонина сказала, ты меня не поймала, и дети про меня не говорили. Я знала до Второй этого, вопрос. что ты Второй гуляешь вопрос. с ней, Тихо. понимаешь? Она уехала, а я так понимаю, что дети с вами остались все-таки по решению суда. По решению суда остались со мной. То есть место жительства детей определено с вами. Да, Давайте посмотрим, как вы живете. в том доме. Вот этот дом куплен за материнский капитал, вторая половина куплена за региональный капитал. Делаем гараж. Новый, удобнее работать будет с 2 машинами. Старую ветхую кухню хотим убрать, летнюю времянку, потому что не нужна. Этот велосипед меньше, и это младшего сына. Большой велосипед – это младшей дочери. Купил новый, потому что ездить-то охота, пешком ходить не хочем. Все ездят там и пешком так неинтересно. Пришлось покупать, а что делать? Пес у нас умный, кот у нас тоже с псом дружит, ладят. Да, Снежок? Все дружим друг с другом. Из коридора вход в дом. Здесь небольшая прихожая. Здесь у нас кухня. Для жизни есть все для проживания. Здесь у меня комната девочек. Старшая дочка ушла от нас. Мы остались с Вероничкой. Она балдеет, а что ей одной. Сама себе хозяйка, во сколько захотела, во столько и легла спать. Папка не ругает. Это у нас зал здесь. Здесь у меня сыновья находятся. Александр, Станислав. А самый младший у нас Никита в садике находится в данный момент. Это моя холостяцкая берлога. Моя гитара, любимый мой инструмент. Здесь семейная фотография висит. Делали в клубе многодетной семьи. Просили, чтобы мы пришли, сфотографировались. Я оставил на память себе, потому что семья есть семья. Да, вот, в принципе, вся семья и в сборе у меня всегда со мной рядом. Не знаю, как у вас складывается впечатление сейчас, но у меня начинает двоиться картинка. С одной стороны, я понимаю, что могло быть, и Кристине незачем врать, хотя мотивы у подростков – это всегда вещь необъяснимая, да. Что-то мне сейчас не кажется, что Евгений такой уж монстр, который мог ребенка забить. И я хочу выслушать наших любимых экспертов, соседей. Давайте послушаем. Положительный отец. Избивать нет, а может, знаете, прикричать там, если что-то Я ничего о Женьке плохого не могу сказать. Маманя, да.
Дети у нее сами, короче, кушать готовили, сами за собой ухаживали. Даже когда она была? Она была всегда при Женьке. Женька там косил, она вот так вот стояла рядом. Или возле машины он там делал капошосочку. Она вот так всегда возле него. Дети сами. Его сын Толик? Что насчет слуха? Нет. Не верите, Я да, не что он мог верю в убить? это, нет. Никто его не убивал. Это все придумано. Он матерится, кричит, ругается. Но чтобы бил детей, ни разу в жизни мы не слышали и не видели. А детки и в школу они ходят чистенькие, аккуратненькие. Ни со школы жалоб нету, ничего абсолютно нет. Он мужик-то работящий, он умеет все делать. Но такого не было, чтобы ходили дети избитые. Нормальный, ничего не жаловался. Каждый день они уедут. Не сказал, что он там или агрессивный, или что. С соседкой он воевал все время. Да, там она и с детьми уходила, и босиком и зимой уходила. А сейчас на данный момент она с ним не живет. Да, жену, да, он... Было дело там. Ну, поколачь. Да. Но детей он никогда не видела, чтобы он трогал их. Как ни посмотрю, он и в поход их вывозит везде, отдыхают они. Якобы он убил Толика. Что-нибудь такое слышали? Насчет этого я слышала, ну, не знаю, сомневаюсь я в этом. Что он убил? Да. Потому что, я же говорю, чтобы бить детей, я ни разу не видела, чтобы дети ходили в синяках. Когда жена ушла у него, старшая, да, была за всех. Она и стирала, и есть готовила. Понятно, что ей тоже это она обидно. И она, как поэтому, думаете, ушла? Ну, я так думаю. Ну, смотрите, соседи, ни одного дурного мнения. Как вы можете это объяснить, Кристин? По поводу Кристины я могу объяснить одно. Девочке просто возраст такой, захотелось воли и все. А Эльвира позволяет это все. Просто Она могла пойти и просто жить у Эльвиры. Ну, она же, как бы, она и меня не хотела сильно обижать, потому что, как бы, 2 года вроде душа в душу. Надоело ей, конечно. В смысле, она то, не что... хотела вас обижать? Она сейчас вас хочет в тюрьму посадить? Ну, это я понимаю. Она но не хотела меня обижать. Это же ребенок, ну куда ее деть? Кристина, пожалуйста, пока вы еще совсем маленький ребенок, обратитесь к психологу. Хотите, приходите ко мне, поговорим. Но то, сколько вы врете, и то, сколько у вас видно сзади того, что не досказано, это ничем хорошим в жизни не обернется. Сестра ваша, Елена, она считает почему-то, не знаю почему, что детям все-таки будет лучше в детском доме, чем с вами. А вот почему, давайте у нее и спросим. Ну, давайте. Здравствуйте, уважаемая студия. В смерти Толика виноваты вы. Кто? Вы, родители. Вы. Оба. Потому что вы ответственные, вы родители. И нельзя детей оставлять одних, как вы всегда оставляли их. Ты едешь по делам, она с тобой. Вы постоянно их бросали. А когда вы разошлись, каждый решал свои проблемы. Хоть ты мне и брат, Жень, ну не обижайся. Я защищать никого не буду. Толик у вас всегда был изгоем. Вы его, детвора, между собой даже называли бомжара. Это как называется? Мне его всегда было жалко, но я ничего сделать не могла. Но вы верите в то, что... Он его избил перед смертью, верите? Ну, чтобы избивать, чтобы да, так зверски, как говорят, я не думаю. Ну, оплеухи он отвешивал. Интересно, что дети думают. Да, мы с детьми поговорили, давайте посмотрим. Мне нравится здесь, не хочу я Эля с Кристиной сбивать. Эля меня просила летом, чтобы я ехала к ней просто так погостевать. А на самом деле она меня забирала потому что, типа, с Артемом посидеть не с кем. У них там хозяйства много, ей еще на работу надо, и поэтому она меня забирала. Думаю, что Кристина там за нянька. Мы с папой хорошо живем, ничего не ругаемся так сильно. У нас все нормально в семье. Ругаемся, вот, да, но такого особого ничего нету. На рыбалку ездим вот с папой. Выезжаем на природу, там еще что-нибудь. Мне нравится жить с папой, с братом, с сестрой. Потому что меня тут не ругают, не бьют. Бывает, редко ругают, но сильно не избивают. Я не хочу общаться с мамой, потому что она ко мне плохо относится. Она меня била палкой железной. За то, что я папе рассказал, что она мужика приводила в дом. Я не хочу к вам переезжать. Ну, она
изменила папе. Еще она к нам не приезжала, могла бы приезжать. С мамой я вообще даже не хочу видеться с ней, общаться не хочу, ничего. Вот как Ника сказала, папе изменила, из-за этого к ней уважения нету. У нас как бы здесь два дела в одном. Это, конечно, смерть ребенка, который нельзя оставить без пристального внимания, да, и отношения внутри семьи, где есть еще куча малолетних детей. Мы обратились за комментарием к Следственному комитету. Следственными органами регионального управления СК России расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему, возбужденное по факту его смерти в медицинском учреждении города Богучара. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе с учетом сложности установления причины смерти и для дачи оценки качества оказанной медицинской помощи в настоящее время проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования признан потерпевшим и допрошен в данном статусе отец ребенка, изъята медицинская документация, допрашиваются свидетели, продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Но у нас же есть свои методы дознания. И один из них — это уже хорошо известный всем так называемый детектор лжи. У нас есть наш специалист и профессионал по этому делу, который все время этим делом занимается. Мне, конечно, проще с Кристины было бы начать. Давайте. Если можно, да? А она ни в чем не врет. То есть он избил Толика? Вы знаете, он не избил, он не убил, он бил. И Кристина это видела накануне? Она действительно видела этот сюжет, она не обманывает, что ребенка бил отец головой, а потом выволок, как она рассказывает, в прихожую. То есть это все правда, весь Это этот правда, рассказ? это, к сожалению, правда. Но он ребенка не убивал. Он, так психологи еще говорят, акцентуированная личность. То есть акцентуация – это обостренная какая-то черта характера. Вот у него непрогнозируемый срыв. Вы смотрите, фактически отцом было санкционировано то, что этот мальчик, умерший, был официальный мальчик для битья. Много конфликтов в семье, много вранья. Евгений, кстати говоря, ни разу за передачу не сказал, что он не виноват. То есть, на самом деле, я думаю, что раз он не отрицает, значит, в глубине души он прекрасно понимает свою вину и долю своего участия в этой ситуации. Что касается Евгения, здесь усматривается статья 156 Уголовного кодекса, это жестокое обращение в отношении несовершеннолетних, там до 3 лет. Скажите правду, он ребенка били или нет? Ну скажите правду. Бил я ребенка. Ну вот видите, а вы всю программу врете. Ну, то, что я бил до смерти, не довело бы никаким образом. Следственный комитет в результате экспертизы, наверное, поменяет его на статус подозреваемого. Евгений, вам надо лечиться и срочно, пока еще кто-то рядом с вами не умер. Но я всю программу внимательно смотрела за нашими героями и увидела много полуправды у всех. И даже если начинать с Кристины, то там тоже есть нечто, что вы не договариваете. Зачем-то вам нужно посадить отца. И там причина, скорее всего, вот это вот желание свободы, желание иметь свою такую жизнь юношескую, а не следить за всеми детьми, поэтому такая агрессия на маму, и это вполне объяснимо. Мама – жертва. И тут даже ничего с нее не спросишь. Она жертва, она такая же жертва, как и тот ребенок, который умер. Слушай, это болезнь. Тебе действительно надо лечиться, если ты хочешь, чтобы никто рядом с тобой больше не погиб.